Я ж только пришел. Угу. Уберу всякие заряжательные дела. Собака кого-то Ты уже... опять включил? Кого? Ты опять включил? Кого? Камеру. Да, А я. зачем? А чтоб ты меня не обижала. Подожди, все стоит, поймал, что-то мультики поймала. Наша это. Насовает атмосферу, все, хватит. В Голливуде за это деньги платят. Да, А Бонечка? Хорошая собачка, хорошая. Сейчас мне надо кусочек колбаски. Все. Ты услышал это, да, унюхал колбаску. Смотри, какой большой дала. Вот такой. Иди, кушай. Надо текать. А то сейчас еще... Ну, Костя, перестань. Вот поэтому камеру включал, что меня, что ты меня обижаешь. А ты еще Все, провоцируешь. кушает Бонечка, все. Народ, как я обещал, встречаемся, ну, в Майнау мы встретились. Нас снимали, посетил, как мы посещали Майнау. А теперь мы пришли готовые. Надо посмотреть, сколько километров мы намахали 8 сегодня. тысяч шагов я. Ну, ты, может, Да? 10. Ну, нет. Это Сейчас посмотрим. немного по сравнению, как бы. Сейчас посмотрим. Посетил. Я сегодня 9209 шагов. Ну, ты больше. Ты ж видишь, ты делаешь специально маленькие шаги. 5 шагов, 5 километров 790 метров. Но это же еще не конец. Сейчас мы заслуженный кофеек и едем в Линдау. Час нам ехать, чуть больше, ну час 40. Вкусная Это колбаску. Этот вчерашний паштет. Сегодняшний. У меня на камере все записано. Это вчерашний. Карпика, ты сейчас дотрандишься, что вместе со своей камерой и со всеми А мне не своими надо туда сверху намазать. подписчиками пойдешь. А у меня их 2. Я и Лёшка. Ты и Боня. А Лешка в засаде. Бонечка ни на кого не подписывается. Можете там на нас подписываться, а мы не будем, да? Все, ты уже съел. Хороший. Кто не ест собачью еду? Вон там кусочек колбаски, я вижу, отсюда лежит маленький. Вон там лежит. Что это? Да, вот это. Вот так. Видишь? Хорошо. Вкусно. Он красивый. Хотелось бы еще, когда тюльпаны, вот эта вся беда, кажется, что цветет именно вот весной. Но сейчас сегодня какое? 24 сентября. И сколько цветов еще цветет. Я в шоке. А вот это, слушай. Костя, ну тепло же еще. Вот этот, где мы ходили в оранжерею, вот этот, ну, сзади, там, где яблоки ты хотел купить. А там по ступенькам поднимаешь, ресторан. Я так понимаю, это был при замке зимний сад какой-то. Наверное. Вот. Огромный. Церковь своя. Нехилая. Но мы приехали сюда. Ты говоришь, 2 часа. Мы приехали в 11. Угу.
А вернулись в 2. 3 часа мы ходили. Ну, я уж ничего. Большой остров. Большой. У меня рука от этого трусится, как камеру носил. Труба уже гудит. И когда ее с этой камеры, с этой руки перекладывал в эту, такая, как аж, ну, когда назад брал, прямо аж так, аж как Ну, судорога. от чего? Видишь, Ну, вот чёрная черная вот от эта же. этого, от ручки от этой. Ну, она не такая уж и тяжелая. Да. А если бы ты взял каталку, тебе было бы легче. И тебя туда посадил? Да, я б держала потом. Зай, ты рискуешь остаться без орешка. Тут совсем уж Ну, сейчас мы Википедию почитаем. Байнау официальное название, а неофициальное Блюменинсель, остров цветов. переводится. Третий по величине остров в акватории Баденского озера. Обалдею сейчас. С административной точки зрения Майнау является частью города Констанц. Тем не менее, формально он находится в собственности шведской семьи Бернадот. Я еще смотрел, почему на флаге висят шведские. Проживающие здесь. Через остров проходит туристический маршрут Верхнешвабский барочный путь. Площадь 450 метров квадратных, наивысшая точка 425, население 185 человек. Где? Там? Ну, живут же там. Больше, чем это. Находится барочный дворец, бывшая резиденция немецкого ордена, оранжереи, многочисленные сады с тропическими и субтропическими растениями. История. Вон. Вот мне надо. Вот этот не отвезли вот эти вот с правой стороны вот три фигурки стоят. Шведы не увезли его, потому что было сильно очень тяжело и бросили его.
В XVIII веке с наступлением новой эпохи барокко на Майнау развернулись обширные строительные работы под руководством директора по строительству Орденского балея Иоганна Каспара Баньято. И с 1739 по 1746 на месте снесенного средневекового замка выстроен дворцовый комплекс, определяющий вид острова и поныне. Баньято, скончавшийся на Майнау в 57, похоронен в хрипте, возведенной им церкви, там, где мы были. Мгм. В 1827 году Майнау был куплен венгерским князем Николаем II, основавшим здесь ландшафтный парк. Однако уже спустя 3 года, отягощенный долговым бременем, князь передал остров своему незаконнорожденному сыну, который, в свою очередь, продал ее возведенной в графское достоинство мэтрессе барденского герцога Катарине Вернер, графине фон Лангенштайн. Ее дочь Луиза, вышедшая замуж за графа Карла Вильгельма графа фон Дуглас, в 1853 году продала остров герцогу Фридриху I, избравшему его в качестве своей летней резиденции. При Фридрике, основавшем на Майнау дворцовое садовое управление, парк был обустроен заново. Были высажены среднеземноморские и тропические растения, разбиты сады и проложены аллеи. Основа дендрарий, и в целом остров приобрел свой современный облик. В это же время на остров была впервые допущена публика. Майнау в 20 веке. После свержения монархии Майнау был оставлен в собственности Баденского дома и вплоть до 1923 года служил вдовьей резиденцией для Луизы Баденской. В этот же период остров территориально был переподчинен общине, который в 1915 году вошел в состав Констанца. Со смертью Фридриха II в 27 году Майнау унаследовала его сестра Виктория, находившийся в брачном союзе с кронпринцем Густавом Шведским и Норвежским. И тем самым остров стал собственностью шведской королевской семьи. После смерти Виктории в 1930 году Майнау, к тому времени пришедший в упадок, отошел ее второму сыну Вильгельму, который уже в 1932 году передал его в управление своему тогда 23-летнему сыну Леонарду Бернадотту. 1909-2004 год. Мгм. Вследствие морганитического брака с Карин Нисвант, потерявшему права на трон. Ленар Бернадот открыл остров для широкой публики и впервые стал взимать плату за его посещение, предлагая все новые аттракционы и в итоге превратив его в одну из главнейших достопримечательностей на Баденском озере. Так уже в 1935 году Майнау посетило более 50 тысяч человек, чему не в последнюю очередь способствовала национал-социалистическая организация «Сила через радость». Летом 1943 года Майнау был отдан в аренду организации «Тотто», которая планировала в Южной Германии обустройство домов отдыха для вассальных офицеров и чиновников Рейха. При этом Ленард Бернадот утверждал позднее, что он был вынужден это сделать под давлением, хотя другие источники такого рода давления не подтвердили. В отреставрированный дворец была завезена мебель из оккупированной Франции, построенные бараки для обслуживающего персонала. Осенью 1944 бараки были предоставлены группе французских коллаборационистов под руководством Жака Дорио, которые пытались организовать сопротивление коммунистической